Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала Таро Инспирационе. Таро расклад. Куда меня заведет судьба? Давайте узнаем, куда нас с вами заведет судьба. Что скоро произойдет? Каковы знаки судьбы? Что происходит? И скорее видео подойдет для тех, кто, наверное, немножко запутался. Иногда бывают события, которые сильнее нас, или нам приходится учитывать какие-то обстоятельства. Мы могли себе распланировать, и, возможно, был какой-то предыдущий период относительного спокойствия, и вдруг все закончилось, и пошло каким-то своим чередом, какая-то путаница, чехарда. Вот давайте посмотрим. Если говорят, что кризис – это всегда новые возможности. Исходя из этой концепции, давайте попробуем сделать Таро-расклад вместе, поразмышляем. У нас сегодня две колоды. По ходу нашего расклада, может быть, достану что-нибудь еще. Это колода Таро Иллюминатов и волшебное зеркало Ленорман. Мы вначале выполняем сигнификацию, чтобы вы могли сориентироваться, подходит вам это или нет. Итак, наше онлайн-гадание, тем не менее, я хочу начать именно с колоды Таро Ленорман. Что происходит? Каждый знает, безусловно, что у него происходит в жизни. Но меня интересует больше подсмысл. Всегда любые события в нашей жизни – это как причина и следствие. Но иногда бывают, как и вот я уже говорила, события сваливаются на голову. И это из разряда непреодолимой силы, когда сложно что-то спрогнозировать. Но даже если так, судьба всегда находит выход. И значит, для чего-то нам это нужно. Так вот, что же происходит? Для чего? А дальше мы посмотрим на Таро. Звезды. Мои дорогие, тут звезды – это нет ничего невозможного. А еще я вам прямо скажу, пусть это в картах Таро, не в колоде Ленорман. Но вот в Таро существует всего две карты, которые называются «Выбора правильного направления». Это карта Солнца, которая нам говорит о последующих месяцах, ориентир где-то полгода. И карта звезды, которая говорит о периоде 10-20 лет. И вот для чего у вас сейчас события в вашей жизни, которые, может быть, переворачивают все с ног на голову или запутывают какую-то ситуацию еще больше. Вам, может, кажется, я уже сделала или сделала столько шагов вперед, в результате меня отбросило, и я стала еще на пару шагов дальше от того места, где был прежде. Так это вот для того, чтобы вы взяли какой-то новый ориентир или какую-то свою концепцию, стратегию, тактику, тезис, план более рационально пересмотрели. Это не значит, что мы прямо от всего отказываемся. Нет, но период жизни на последующий, достаточно длительный этап вашей жизни, 10-20 лет, вот, наверное, как по Плутону в Водолее. И Плутон в Водолее ведь это не то, что у нас прежде было в Козероге. Козерог – это у нас Сатурн, это структура. А в Водолее – это свобода, мои дорогие. И вдохновение – это новые наши замыслы и новое качество жизни. Вот то, что у вас сейчас, вот какая-то путаница, чехарда, абракадабра, назовите как угодно, происходит в жизни, это для того, чтобы вы для себя какой-то фарватер на длительный период жизни пересмотрели. Кто меня сейчас смотрит, скорее всего, эти перемены ощущают кожей. Так что же еще происходит? Да, не ожидала я, прямо скажем, от нашего расклада таких кардинальных карт. Мы в чем-то или на чем-то, для кого-то на ком-то должны поставить крест. Вот есть то, что действительно пытается из вашей жизни уйти, и, видимо, нужно проводить спокойно и, опять же, рационально, потому что первая карта звезды, и поэтому она предполагает, что мы больше смотрим вперед, нежели оглядываемся назад. Этот период жизни вам необходим для того, чтобы что-то переосмыслить. Но не для того, чтобы остановиться и начать анализировать прошлое, а для того, чтобы сделать какой-то квантовый скачок вперед. Удачно прыгнуть вперед. Или запрыгнуть, может быть, мои дорогие, в последний вагон уходящего поезда. Вот иногда бывает так в нашей судьбе, в нашей жизни, что ставит нас в какие-то рамки, именно как судьба назовите, или Вселенная, и из разряда тех обстоятельств, которые происходят вокруг. Это могут быть как события на работе, у кого-то события в личной жизни, у кого-то события в жизни ваших близких людей. И тоже вот для чего-то это нужно для вас,
Каким-то образом, значит, судьба предполагает, как и вашу траекторию движения, так и последующее взаимодействие с этим человеком, ваше участие в жизни близких вам людей. И значит, какая-то реорганизация по-новому она должна произойти. Но нет смысла приготовиться к тому, что как мы видим будущее, чего мы в конечном итоге хотим достичь. Вот это, наверное, наиболее важно, что же происходит. Давайте, может быть, нам еще что-то поподробнее скажут. Пока нам сказали более чем конкретно. По карте тучи мы действительно на выборе. И в этой колоде карт в Ленорман у нас, ну, в принципе, в основных колодах Ленорман тучи всегда двояко. С одной стороны облако, с другой стороны темная туча. Первое, что нам говорят, туча – это всегда временно. Это не постоянно. Выглянет солнце, и туча исчезла. Так вот, у нас есть выбор. Либо пойти в сторону облака, либо пойти вот под эту грозу. И какой мы выбор сделаем? И кто-то из вас сейчас, правда, конкретная тема у вас в жизни стоит, когда вам нужно с чем-то определиться. Давайте мы достанем еще карту поясняющую. Пусть нам Таро, волшебное зеркало Ленорман, ответит на такой вопрос. И что же там, вот в этом будущем? Что в этом зазеркалье на ближайший период времени? К чему нас ведет судьба? А вот так. Тут действительно вы должны найти какие-то очень важные ключи для решения ситуации. Может быть, совершенно другие. Совершенно как-то иначе. Увидеть свои возможности, самого себя оценить по-новому. Какую-то свою миссию вы должны решить, сделать или осуществить. Для кого-то это вопросы, может быть, и личной жизни решить, у кого-то решить вопросы с вашей недвижимостью буквально, с учетом карты ключа. С кем-то очень важным человеком не поссориться, договориться, может быть, наоборот. Вот такой момент. Найти ключи, как и к решению ситуации, так и к конкретным людям. Ладно, не будем искушать судьбу. Давайте теперь на колоде Таро иллюминатов мы спросим, как сигнификация, как карты видят вашу сложившуюся обстановку на данный момент. Попробуем переложить на реалии жизни. Итак, что же, кто же вы? Кто сегодня к нам пришел? Вот по 5 мечей. Это когда нам все надоело, до чертиков. Когда хочется сказать, да ну его все к черту послать. Или кого-то конкретного. Называют эту карту Пирова Победы. Здесь нам определенно говорят о том, что у вас сильная позиция, именно второй иллюминатов. Нам показан, обратите внимание, двое, которые на заднем плане изображены, они как будто даже по возрасту постарше. Карты нам хотят передать, что у вас сейчас достаточно форма хорошая, как физиология, так и, в принципе, душевных сил хватит на то, чтобы как раз решить какую-то задачу. Или сейчас, или никогда. С другой стороны, карта предполагает, хоть мы и в ресурсном состоянии, и обратите внимание, 3 меча держит наш молодой герой, и они целые, они прямые, острые, а 2 погнутых меча, вот именно тех персонажей, валяются под ногами. Они ни к чему не годятся, как и сами персонажи. Вот это сильная позиция. Для чего она? Карта все же со значением Пирова Победа. Мы, правда, не должны где-то, или, может быть, очень хочется, но будет важно не упустить какой-то случай или счастливую возможность. Мы можем негодовать по поводу того, что у нас не получился какой-то план, или у нас не сложились с кем-то отношения, или человек, с которым мы контактировали, он как-то повел себя совершенно по-другому. Но задача не в том, что мы доказываем кому-то что-либо, а когда мы сохраняем свои собственные принципы и пытаемся, ну, отчасти договориться, мои дорогие, именно сохраняя собственные принципы. Вот это какая-то турбулентная ситуация дана как жизненный опыт. И у кого-то это будет перемежаться с людьми, или когда вы не можете понять вообще где-то, что происходит. Не вписывается это ни как в ваш план, ни в ваше осознание события вашей жизни. Что же еще? У кого-то конкретно конфликт, и когда вы понимаете, ну, у меня жизнь столкнется с этим человеком, и мне придется с ним взаимодействовать, значит,
Ну, где-то какую-то траекторию взаимодействия придется выстраивать. Что же у вас еще происходит? То есть вы с чем-то не согласны. У кого-то конкретно происходит недопонимание в семье с вашими близкими. У кого-то могут быть дети, подросшие дети. Нам все поколения на этой карте показаны. Кроме того, у кого-то совершенно какая-то турбулентная, мало того, что турбулентная, так еще и внезапная ситуация по части заработков, по части работы. Конкретно проблема с деньгами или проблема с жильем, или все вместе, мои дорогие. И вроде бы и есть люди, которые вас любят, есть семья, или пусть это родственники, или один даже человек, который, ну, он как с вами заодно, но вместе с тем еще тысяча каких-то неопределенностей. И вам в короткий период времени или вы хотели, думали, что вот сейчас какой-то прорыв, допустим, произойдет, а на самом деле этого не случилось. Как-то все пошло не так. Либо в вашей личной жизни, мои дорогие, либо по поводу денег, либо по поводу недвижимости, имущества или работы. Вот здесь все могло скрутиться в один клубок. Что же еще? Что у вас происходит сейчас? И тут действительно по верховной жрице, когда вам нужно разгадать загадки судьбы. А подсказки только интуиция. Мои дорогие, кто смотрит видео, прочувствуйте самого себя, саму себя. Ведь интуиция – это у нас интеллект и опыт. Глазами души именно. Поэтому мы можем, тем не менее, иметь представление, как будут развиваться события. Спадает какая-то пелена с глаз. Вы уже видите, что да, жизнь не бывает полностью предсказуема. И, ну, наверное, я погорячился или погорячилась, потому что я был в чем-то уверен. А вот тут пошло что-то совершенно не так. Для кого-то из вас вы сейчас рады бы взять паузу, а взять ее не можете. И вот это какая-то временная остановка, кто меня сейчас смотрит, она вынуждена именно потому, что я не знаю, как поступить, или я не знаю, с чего начать. Вот этот самый клубок, когда перемешалось все, и личная жизнь, и финансы, и работа, и какое-то продвижение, и в каком контексте это продолжать, или, может быть, заодно что-то браться, остальное отстроиться, вот здесь непонятно. Может быть, и человек вам конкретен, конкретный непонятен, что он думает, как он будет действовать дальше. Вы сами здесь тоже что-то можете скрывать, мои дорогие. И вот двойка пентаклей нам говорит, будь готов к тому, что в любой момент обстоятельства могут измениться. Тебе придется сидеть на двух стульях. И, может быть, сейчас у вас уже это где-то происходит. Двойка. Не такая крупная карта. И вот как этот жонглер, вам приходится сейчас жонглировать. У кого-то конкретно денег не хватает. Нужно закрывать какие-то финансовые вопросы. И как это сделать, чтобы себя вообще не обнулить? Конкретная тема по деньгам. Для кого-то из вас вы, может быть, намереваетесь поменять работу или ее поменяли. Или в вашей организации, если вы имеете стабильную профессию, стабильную работу, там происходят перемены. Смена руководства, смена графика работы. Для кого-то из вас вы собирались уже переехать куда-то. Вот даже так проиграется. И тоже какие-то вызванные задержки либо оформлением документов, либо когда невозможно что-то спрогнозировать, потому что вы можете ощущать сейчас, что я как во власти внешних каких-то событий. И тут я вот правда что-то изменить кардинально не могу. Мне приходится ждать, возможно, по этой карте. И пока самая правильная позиция действительно на двух стульях, по-другому пока не получится. Что же еще у вас сейчас происходит глазами карт? По отшельнику, знаете, с одной стороны, ничто ведь не мешает. И я так думаю, что этот расклад подходит именно к тем, который сам запутался. Или не видит через пелену обстоятельств, как же правильно поступить. Или в какую сторону хотя бы будут развиваться события. Или, может быть, нужно что-то предпринять, а вот конкретные ваши действия, они тоже не вполне ясны. Отшельник идет всегда своим путем. И я сказала по верховной жрице, прислушайтесь к своей интуиции. Она вас выведет в правильном направлении. Да, какое-то время и вашим, и нашим. Но для вас это так или иначе, старший аркан, будет ваш какой-то очень важный жизненный путь. Назовите это миссия.
И я люблю эту карту, что правда никто не мешает. Значит, какие-то помехи, которые у вас присутствуют сейчас, с течением времени они отстроятся. Но они отстроятся именно тогда, может быть, и вот как есть такая поговорка, ночь наиболее темна перед самым рассветом. И может быть, все в одну кучу свалилось как раз перед тем, как что-то начнет отстраиваться. Это и есть, вот так если философски рассуждая, путь отшельника, когда он надеется сам на себя. И он свой план, свои намерения, цель не намерен изменить. Он где-то больше себе откажет в чем-то, и, ну, как в мелочах, ну, чтобы какое-то важное дело было осуществлено. Вот у вас что-то очень важное стоит на повестке, поэтому вы можете вычленить из ваших планов ваше основное намерение и где-то от этого оттолкнуться. Отшельник идет медленно. Для кого-то переезд, мои дорогие, который задерживается, или, ну, тоже с документами проблемы, или вы собирались в одну местность ехать, а тут обстоятельства поменялись, вы другие варианты рассматриваете. Но сам по себе переезд, он должен быть осуществим. И если мы говорим про медленность или неспешность этой карты, значит, вы осуществите, но какой-то свой срок. Вы останетесь довольны, мои дорогие. Но вот сейчас, через вот эти все события, невозможно увидеть этот туз кубков, а ведь вас ведут к счастью. Судя по картам Ленорман, когда у нас звезды лет на 10-20 нам говорят про какую-то очень далекую траекторию, которую мы просто не можем сейчас увидеть. Плюс карта крест. На чем-то крест нам приглашают нас поставить и сказать, проститься с прошлым. И тучи, когда тоже еще впереди. Нам придется преодолевать какие-то события. Но все это в конечном итоге ключ к решению вопросов. И, по сути, карта радости и счастья, туз кубков, наполненность жизнью, новое качество жизни. Неожиданно, правда. Давайте мы спросим сразу. Так что же произойдет дальше? Если сейчас не разбери, поймешь, какие события придут на наш порог. Как события на пороге или повороты судьбы. Повороты судьбы. И что произойдет в ближайшее время. Что же это будет? Ну, нам не говорят, что будет просто десятка жезлов. Хотя десятка – это всегда завершение, это уже какой-то итог. Может быть, последние штрихи вы должны в конкретном деле поставить. Для кого-то из вас это как, знаете, вы могли столкнуться с ситуацией, даже межличностной какой-то, когда вас больше оборачивают высшие силы на то, что вы сейчас должны уделять внимание самому себе или самой себе. Всегда, когда десятка жезлов, мы не должны участвовать в какой-то многозадачности, иначе у нас не хватит. Времени в сутках у нас не хватит, сил у нас не хватит, попросту веры в самого себя или в саму себя, потому что мы будем как будто обесточены. Поэтому предполагается, что мы должны бросить эту вязанку из жезлов и как минимум оглядеться по сторонам. Вот второй иллюминатов эта карта очень хорошо демонстрирует. Нам показан человек, который очень добротно одет, дорогие одежды, но по какой-то причине он взвалил на себя вот эти 10 жезлов, и обратите внимание, он смотрит себе под ноги. Нельзя смотреть под ноги. Надо почаще смотреть в небеса. И думать, мечтать, это по жизни очень важно. Вот обратите внимание, когда вы идете по улице, куда смотрят люди. Мы привыкли смотреть в землю. Что мы увидим в земле? Понятно, что-то можно увидеть. И вот здесь это как раз демонстрируется. Второй иллюминатор вся из символов состоит. И даже цвета имеют значение. Посмотрите, не случайно художник. Красный и синий. Синий – это мрак цвет. Или это когда сердечная тяжесть. И здесь, где только у нас фигурирует красный цвет, отчасти его берет. То есть есть еще мысли что-то сделать по-своему, создать свое. Или переключиться на то, что важно для вас в данный момент. Пояс у него широкий в районе живота, и это где-то говорит о том, что у вас хватит сил. И в то же время красные штиблеты. Так вот, хватит сил и еще куда-то двигаться в другом направлении. Но уже вот эта синева, она практически тяжесть поглотила. Человек сгорбился и не видит, что же, куда он идет и что происходит вокруг него. Так вот, если бы он поднял глаза и увидел эту башню, он бы сказал:
Зачем я туда иду, в эту облезлую башню? Зачем я тащу эти 10 жезлов? И карта нам предлагает вот все то, что я сейчас подробно сказала, задать себе такой вопрос. Какой поворот судьбы? Вы какие-то 10 жезлов должны бросить. Или от чего-то отказаться, правда? Поэтому в данном случае вот этот аркан в колоде Ленорман на чем-то поставить крест. Ну, какой же поворот судьбы? Что скоро произойдет? Потому что, видимо, есть выбор. Или впрячься буквально и тянуть вот эту повозку или эти 10 жезлов иносказательно. Или все-таки подумать о самом себе. Так что же, какой поворот судьбы? Что произойдет? У кого-то изменения, посмотрите, через личную жизнь. Все то, что я говорила. По королеве кубков, с одной стороны, это наши близкие проходят. У кого-то конкретная ситуация в жизни вашего близкого человека. Да, это и супруги, и не важно, что у нас королева. Это может быть и просто человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Или имеет там асцендент, рыба, рак, скорпион. У кого-то даже по луне. Но помним еще один момент. Раньше изображали королеву кубков, королева-русалка. А русалки – это те, которые обманывали моряков и рыбаков, заманивая их на пучины морские, обещая им несметные сокровища и какую-то волшебную любовь. Ей, понятно, верили, за ней шли, там и оставались. С вами могут быть тоже не до конца честны. А вы впряглись, извините, в какой-то процесс и уже тянете, и не... Может быть, утратили способность анализировать, где правда, а где ложь. Или где уже надо ослабить поводья, или выйти из какой-то ситуации. А вы вот так впряглись, а на чем-то вам точно надо ставить точку. Причем у кого-то это дела семейные, у кого-то это дела по, может быть, переключиться с чего-то и уделить внимание больше тому, что в реальности переключиться на вопросы заработков. Или у кого-то, наоборот, с заработка переключиться на вопросы личной жизни. Вот здесь есть какой-то момент перехода, но так или иначе оттолкнуться от реальности. Какой же еще поворот судьбы? Потому что тут могут еще какие-то события приходить от ваших близких. Карта Император. Император – это всегда карта власти и наша собственная организация жизни. Для кого-то из вас могла быть ситуация, когда ваши близкие вынуждены, например, или так получилось по воле случая, или случится. Мы ведь все-таки смотрим на будущее, но мало ли, может быть, эта ситуация уже имеет место быть, когда столкнулись, допустим, с представителями власти, или есть какие-то вопросы в налоговых организациях, или что-либо вы согласовываете с высокими чиновниками. Бюрократическая машина какая-то работает, и вам нужно получить либо документ, либо что-то обосновать, либо соглашение, может быть, отчасти вопросы с банками решить. Все то, что представляет собой структуру, это тоже проходит по карте Император. И как вот тут в этой многозадачности разобраться? Карта нам говорит, все то, что будет зависеть от, как решения, высоких чиновников, вот все то, что я перечислила, или структур, это останется само по себе. Да, возможно, ты получишь еще какое-то известие, и тебе потом ты будешь думать, что с этим делать. Но сейчас, на данном периоде времени, у тебя есть где-то временная передышка, как минимум, и задача твоя состоит в том, чтобы бросить все-таки эти 10 жезлов. Потому что, возможно, в ближайшее время вам придется переключиться на что-то совершенно другое. Здесь будет поворот судьбы. И для кого-то из вас придется, может быть, пойти либо в налоговые органы, либо с кем-то контактировать, может быть, как представителями власти, или оформлять какие-то документы. И у нас вверху расположена Верховная Жрица. И пока мы не можем даже представить эту траекторию событий на данный момент. Давайте, что же еще произойдет, какой же еще поворот? Вы решите все вопросы. Вот карта вам дает подсказку. Это праздник после победы. Когда у вас будет победа, будут закрыты эти самые вопросы, которые у вас сейчас вызывают какую-то сумятицу, путаницу. И в последующем вы буквально со своими близкими людьми или с близким человеком, пусть одним, пусть это по работе какая-то проблема будет решена. И нам говорят о том, что вот этот праздник или какой-то вопрос будет закрыт. И четверка жезлов, безусловно, это карта якоря.
будет и уверенность. И значит, мои дорогие, каков бы ни был для вас сложный вопрос, даже договориться с кем-то вам нужно, или сложное оформление документов идет, или по личной жизни еще тоже вот как-то есть вопросы, которые вроде и от вас не зависят, и нужно где-то подождать, и предугадать вы не можете, как эти события впоследствии разовьются. Быть готовым к неожиданностям это точно стоит, но и карта говорит, постепенно у тебя все отстроится. И вот этот праздник в последующем как раз и не просто будет, а он тебе принесет, ну, хорошую порцию удовлетворения, самоудовлетворения и то, что ты выдержал этот период. Но и какой-то период вам придется отсидеть, как я уже говорила, на 2 стульях. И быть дипломатом с кем-то вам придется и договариваться, это точно. Каков еще поворот судьбы? 8 мечей, не мешайте себе. Здесь по этой карте только один совет. Видите то, что происходит вокруг вас. Здесь нужно быть трижды реалистом, потому что, видимо, пока какая-то разрешится ваша ситуация, а тут именно что-то разрешается, вы много раз будете сомневаться. Может быть, вам придется что-то подождать. Может быть, вы столкнетесь с разными людьми, и они будут вести себя по-разному. К этому надо быть готовым. Так вот, мы сохраняем собственные принципы и не устраиваем себе самокопание. Это карта внутренних страхов, и девушке кажется, что вокруг холод. Никто не приходит на помощь. Никто ее не понимает. Но она не видит то, что есть в реальности. Она с повязкой на глазах, и ей кажется вокруг лед и забор из 8 мечей. Так вот, мне холодно, и я не знаю, какой выход. Мне от каких-то предыдущих переживаний настолько тяжело, что мне хочется забыться. Вот это она приблизительно, судя по карте, может так предполагать. А нам карта говорит, сними повязку. Этот забор и не забор вовсе. А вот этот веревка, канат, который накручен вокруг этой девушки, он, по сути дела, ее не держит. Поэтому не устраивайте себе глубокую философию. На чем-то не заканчиваются сюрпризы, мои дорогие, кто смотрит. А правда, еще что-то впереди. И, может быть, еще какие-то новости, которые, знаете, вас вынуждать будут принять какое-то решение, и это будет ваше личное решение, как по карте «Отшельник». Какой-то путь жизненный вам придется пройти в одиночку, отстроить новое качество жизни. Может быть страшно, но идти вперед придется. Каков же этот поворот судьбы? Победа. Мне нечего добавить. Вот смотрите, как интересно. Здесь у нас ключ выпал, туз кубков и победа. Даже если обстоятельства жизни складываются так, что сейчас вы не видите выхода, ваша задача не плыть против течения, мои дорогие, а уметь вот как этот жонглер. Может быть, жонглировать обстоятельствами. Кому-то придется, вот как 2 пентакля, ну так затянуть потуже поясок. Но все проблемы, они как раз могут решиться, но в каком-то совершенно другом фарватере, ключе. Давайте мы зададим с вами следующий вопрос. Что мне будет помогать? Что вам будет помогать? Хотя нам сказали, что отшельник, но все же и он надеется сам на себя. Что будет помогать в данной ситуации? Или кто? Нет, мои дорогие, сами будете себе помогать. Но у вас сильная позиция, карта сила. Если меня смотрят девушки, женщины, это ваша сильная позиция, которая на данный период времени сильнее, чем мужская. А если меня смотрят мужчины, то вот вам как раз может прийти на помощь женщина. Или мудрые советы ее, или, мои дорогие, у нас выпадает верховная жрица, та, которая все знает. Это то, что из области рационального, но к советам ее прислушаться стоит. Рядом карта жонглера, и где-то это пересекается с подтекстом карты сила, потому что энергетика карты, как у мага, это великий манипулятор. И девушка хрупкая открывает льву пасть, и лев ей не сопротивляется, потому что не чувствует агрессии. Вот от вас, мои дорогие, кто смотрит сейчас меня,
не должно исходить агрессии. Вот этой первой победы, когда вроде победа есть, мы там что-то доказывали. Да, мы вроде доказали, или, может быть, и не доказали, но оппоненты замолчали и отошли. А нам-то от этого не легче, вот этого не должно быть. Не должна быть какая-то конкретная конфронтация. Может быть, с человеком, который может прийти вам на помощь отчасти. Или когда вы можете быстрее с людьми договориться, решить какие-то вопросы. Ведь все решают люди. Поэтому, в принципе, лояльность к миру и очень предельное, пристальное внимание к деталям. Вот кто вам помогает или что вам помогает, карта силы, будут и какие-то возможности, ведь это старший аркан. Может быть, нам, кстати, и говорят десятка жезлов. У тебя для этого должны быть буквально физические, эмоциональные силы. Поэтому я бы сказала, отдых, режим труда и отдыха. И после этого, может быть, уставшие люди делают ошибки, позволив себе какую-то паузу даже, бросив эти 10 жезлов, и мысли как-то более стройным порядком у вас потекут, на что сейчас обратить внимание. Вот давайте мы спросим, на что обратить внимание. Выпрыгнула карта «Принц Пентаклей». Тут эту карту я называю марафонского забега, тоже лет на 10-20. Вам придется буквально отстраивать что-то либо по-новому, либо в новом контексте. Или если это по работе все-таки Пентакли, или по заработкам, это может быть как искать контакты с новым руководителем, или для себя пройти, может быть, курсы, или наметить вообще дополнительные источники дохода, или развивать свое ремесло, личное дело, творчество, но тоже в каком-то новом контексте. Ну, не получится, как прежде. У нас с самого начала выпадают две карты, которые задают тон всему нашему раскладу. Как и карта звезды, тебе только вперед, так и карта крест, поставь на чем-то крест. Прошлое не имеет значения. Не важно, кем вы были раньше, важно то, что вы думаете для себя на последующий период. От ваших приложенных усилий будет зависеть, как вы будете чувствовать себя в будущем. Ну вот сейчас у вас буквально переходный момент, переходный период, поэтому где-то и штормит. Давайте мы спросим, как дальше разовьются события. Может быть, на более далекий период времени. Вы не должны повторить какую-то ошибку. Может быть, эта ошибка связана с тем, как вот многозадачность, что вы пытаетесь всем помочь. А кто-то все-таки у нас как раз вверху выпадает. Королева кубков. И я говорила, не обязательно, что королева это будет женщина. У кого-то, да, проиграется, а у кого-то нет. Может быть, просто такой есть человек, который из вашего ближайшего окружения, иногда и друзья бывают, едва ли не ближе, чем родственники, который вам всей правды не расскажет о себе, а просто, может быть, хочет в виде вас себе устроить какую-то дополнительную подушку безопасности. И тогда вот эта карта нам говорит, или может служить как подсказка, мои дорогие. Подумайте, с кем из ближайшего окружения у вас был конфликт. Или если это был не конфликт, то это была какая-то именно сердечная тяжесть. То, что вы, как предательство, может быть, переживали. Или когда вы не ожидали от человека, которого вы хорошо знали, и которому вы помогали в жизни, участвовали, а вот он себя повел неподобающим образом. И вы, возможно, зарекались, что я теперь буду внимательной. Эта ситуация могла проигрываться, ну, энное количество времени тому назад. Так вот, вы теперь не должны повторить эту ошибку. Вспомните, где, на какие грабли вы с этим человеком наступили. Тут, правда, нужно проанализировать конкретную личность, которая к вам близка. Или в вашем окружении, может быть, как друг. Или это партнерские отношения. Вот здесь нельзя замечтаться. И вы из лучших побуждений можете сделать что-то, не успев додумать, хотя вы уже какой-то опыт имеете. И эта карта нам вот сейчас говорит, не повтори какую-то ошибку. Потому что у вас уже сейчас складывается какая-то канва событий, что вас могут так в какие-то сети увлечь заново, мои дорогие, правда. Хорошо, тогда давайте мы сразу спросим, а ваши действия, как видят карты? Вы получите вскоре еще одно какое-то известие.
От кого это известие? Это когда вы набираете темп или как-то убыстряться начнутся события. У кого-то из вас будет очень удачный период по части заработать деньги. То есть помимо, если была какая-то пауза, у вас будет какой-то прорыв, вот это точно. Или вы сможете как раз осуществить свое намерение, у кого-то это будет по части бизнеса, у кого-то ваше творчество. Все-таки девятка кубков. Это говорит нам о том, что у вас все-таки период финансовой стабильности будет. Или если есть сейчас вопросы, связанные с деньгами, с имуществом, все то, что в конечном итоге мы можем свести к финансам, прорыв будет. Но в этой колоде карт, мои дорогие, обратите внимание, это карта эгоиста, я ее так называю. Стоит человек, который одет более чем красиво, и хотя нам не показывают его, что он в расслабленном состоянии. Нет, он достаточно так это живо и здраво смотрит на обстоятельства вещей или то, что его окружает. Но, скорее всего, он добился всего сам, и это подразумевается по карте. Но он не собирается ни с кем делиться. Поэтому эгоиста вокруг кубки. Да, темнота вокруг. И это говорит, что он один или одна. Но вам, видимо, будет очень важно, карта о чем говорит, что какую-то свою финансовую стратегию просчитать, оставить себе заначку, быть финансово ресурсным. Если к вам приходят деньги, не тратить их где-то, а просчитать, может быть, ваши намерения и цели на последующий период. Что-то будет меняться, но вы должны оттолкнуться от самого себя или самой себя. Значит, и если мы говорим, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Да, будут возможности, будут, может быть, для кого-то как предложение по работе изменить кардинально ваш статус. Где-то вверху у нас карта выпадала император. Это для вас может быть как я строю карьеру, или я как-то по-другому раньше не думал, а здесь вы можете задуматься о том, что нет, теперь мои амбициозные планы должны быть воплощены в жизнь, именно потому что это означает еще и финансовый доход. И будет какая-то удобная ситуация, когда вы можете это изменить. Но может быть и так, что эти известия могут как раз от лиц или как у кого была прежде какая-то история, как я перечисляла, с налоговыми, с представителями власти или с высокими чиновниками, что-то вы согласовывали. Может быть, вы долго ждали какого-то документа. Скорее всего, вы его получите. Хорошо, давайте мы с вами спросим, и что тогда дальше? На последующий период достаточно такой, не самый близкий, а вот то, что по завершению наиближайших каких-то разворачивающихся событий, может быть, где-то месяц-два, как это продолжится, в каком ключе. Вы меняете статус, мои дорогие. Вот он император. У кого-то проиграется ситуация с личной жизнью, которая будет действительно как в одном ключе все вместе. И вы найдете этот ключ. Через личную жизнь, как и финансы будут решаться, так будет или при взаимодействии с вашим партнером, будет решаться где-то ваш статус. И по работе такое тоже может быть для кого-то. Вы можете, мои дорогие, получить новую должность, и вы становитесь как будто на другой ступени иерархии. И у вас новые контакты, среди вас новые люди, и вы среди уже на ступень, а то и на несколько ступеней выше, вы меняете круг своего общения. И это для вас будет говорить еще и о том, что вы можете изменить какое-то направление в своей личной жизни, особенно для тех, кто один или одна, или для тех, у кого прежняя история, не состоялась, или отношения де-факто уже закончились, может быть, де-юре еще и есть. Так вот, у кого-то все вместе, и работа, и деньги, и личная жизнь, и вот эти самые перемены, которые лет на 10-20, и вы буквально на пороге. Вот какова бы сейчас ни была непонятная обстановка, все же тут действительно выпадают, к чему все это идет, какие знаки судьбы. А знаки судьбы такие, что сейчас происходит что-то, возможно, совершенно непонятное, но в конечном итоге карта ключа.
Туз кубков. Это как новое качество жизни, радость, победа в решении каких-то вопросов. И вот наш последний ряд. Карта императрицы старшего аркана. У кого-то это как символ нового «я». У кого-то из вас это новое творчество или направление, как в заработках. У кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть, я стану мамой, жду ребенка, и тогда вот этот клубок какой-то тоже будет решен. Да, но вам придется прилагать какие-то усилия, учиться со всеми договариваться или с нужными людьми, правильно себя оценить. Императрица не будет никогда делать себе что-то во вред. Она сначала сделает для себя хорошо, потом для всех остальных. Вот эту энергетику карты вы тоже, пожалуйста, прочувствуйте. И даже если меня смотрят мужчины, значит, это вот, как мы сказали, посмотрите, первая карта – сила, то тогда для вас какая-то очень важная женщина в вашей жизни, может быть, вы хотите сделать кому-то предложение. Тогда я могу предположить, что очень самодостаточная женщина, когда умеет и деньги зарабатывать, умеет и вопросы какие-то решать, она вам может как и помочь, так и вам, может быть, захочется с ней связать жизнь. Здесь у каждого по-своему. Для кого-то из вас вы будете помогать еще и своим близким. Но в любом случае у вас очень сильная позиция. И даже если сейчас все идет кувырком, кто меня смотрит в этом видео, и мы задали вопрос, повороты судьбы, тут действительно повороты, потому что сначала начинается какая-то ерунда или какая-то как конфликт, турбулентность, усталость от какой-то многозадачности, тысяча каких-то неопределенностей и тайн. Какой-то период в жизни нам придется еще и, мы говорим, 2 пентакля, ну, умерить свои желания по части финансов. Но постепенно действительно судьба находит выход. И от вашего правильного взаимодействия, не повторения каких-то ошибок, а правильной траекторию вы должны выстроить. Потому что, мои дорогие, кто сейчас смотрит, надеемся мы как по отшельнику сами на себя, но и не должны себе устроить глубокую философию. Умение видеть по факту, умение провзаимодействовать даже со сложными людьми перед вами откроет, как и новые возможности, новые перспективы. И, может быть, те вопросы, которые еще сегодня на повестке дня, вам просто нужно закрыть. Может быть, это как документы, которые вы должны оформить. Или какой-то период жизни еще, пока вы что-то произведете, согласуете, рассчитаетесь, может быть, с кем-то. Это тоже можно расценить как период ожидания. Но для того, чтобы окончательно уже вот это прошлое оттолкнулось и от вас. Карты нам показывают, что есть еще последние штрихи. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.